Сахарозаменители. Какие бывают? В предыдущем видео мы детально разобрались, почему стоит искать замену обычному сахару. Коротко напомню. Сахар высококалорийный, и его сложно исключить из своего рациона, поскольку он содержится во многих даже несладких продуктах. Избыток сахара преобразуется в жировые клетки. Сладкая еда быстро повышает сахар в крови, вызывая большую потребность в инсулине, но не насыщает. Сахар вызывает зависимость и провоцирует переедание. А теперь давайте рассмотрим, какие бывают сахарозаменители. Все сахарозаменители можно разделить на синтетические и натуральные. Синтетические сахарозаменители производятся путем химических реакций. К ним относятся аспартам, цикламат натрия, сахарин и сукралоза. Их не стоит включать в свой рацион, так как они могут принести больше вреда, чем пользы. Эти сахарозаменители продаются в виде порошка или таблеток, а также входят в состав разных продуктов. Их добавляют в сладкие газированные напитки, в мороженое без сахара, в жвачку, в растворимые кофейные напитки. Особенно часто можно встретить синтетические подсластители в диетических продуктах без сахара или с пониженным его содержанием. Все продукты, которые вы видите на экране, содержат один или несколько синтетических сахарозаменителей. С целью снижения калорийности производители добавляют их в соусы, чипсы и даже несладкие консервы. Чтобы оградить себя от химии, внимательно читайте этикетки. В составе обязательно указывается, какой подсластитель использован. Перейдем к натуральным сахарозаменителям. Их можно условно разделить на натуральные продукты практически без обработки и подсластители, которые получают из натуральных ингредиентов с помощью промышленной обработки. Далее мы познакомимся с натуральными подсластителями, а детальный анализ и сравнение каждого подсластителя с сахаром будут приведены в следующих видео. Начнем с фруктозы. Это один из наиболее популярных сахарозаменителей. Ее производят в основном из сахара, а точнее из сахарозы, что в целом одно и то же. После химического воздействия на сахарозу она распадается в том числе на фруктозу. Фруктоза высококалорийна, 400 килокалорий на 100 грамм, но она слаще сахара в 1,5-2 раза. Фруктоза не повышает сахар в крови, так как идет сразу в печень. Однако при регулярном переедании замена сахара фруктозой не поможет похудеть, потому что избытки фруктозы печень преобразует в жировые клетки. Сахарозаменитель стевия появился на полках магазинов не более 10 лет назад, однако успел себя хорошо зарекомендовать. Этот натуральный подсластитель производят из растения стевия. Уникальной особенностью стевии является то, что она не усваивается нашим организмом и полностью из него выводится, обладая при этом очень сладким вкусом. В стевии 0 килокалорий и сахар в крови она не поднимает. Казалось бы, все отлично, но стевия достаточно дорогая, да и к тому же обладает специфическим привкусом, который не всем нравится. Стевия продается в виде сушеных листьев, жидкого экстракта и в виде порошка стевиазида. Он слаще сахара в 200-250 раз. Еще один натуральный сахарозаменитель, который не так давно появился в продаже – эритрит, или его еще называют дынный сахар. Но к дыне он не имеет никакого отношения. Производят его из крахмала, как правило, кукурузного. Эритрит менее сладкий, чем сахар, и так же, как и стевия, не усваивается и полностью выводится из организма. Поэтому он обладает нулевой калорийностью и сахар в крови не поднимает. Эритрит имеет приятный привкус холодка. Пользуется большой популярностью у сторонников правильного питания ксилит. Его производят из древесины, за что ксилит получил второе название березовый сахар. Он такой же сладкий, как сахар, также калориен, однако медленно повышает сахар в крови. Обратите внимание, ксилитом не стоит злоупотреблять, так как он обладает слабительным эффектом и противопоказан при проблемах с желудком. Еще один сахарозаменитель сорбит производят из кукурузного крахмала. Он не такой сладкий, как сахар, но достаточно калорийный. Основной плюс сорбита – он медленно повышает сахар в крови. Сорбит, как и ксилит, обладает слабительным эффектом и не рекомендуется тем, у кого проблемы с желудком.
Самым натуральным сахарозаменителем считается мед, но, к сожалению, у него высокая калорийность, и он быстро повышает сахар в крови. Мед не рекомендуется нагревать, а значит, в выпечке его нельзя использовать. Также стоит остерегаться подделок. В мед иногда добавляют сахар, крахмал и даже муку. Кленовый сироп производится из древесного сока клена путем выпаривания влаги. Он менее калорийный, чем мед или сахар, но также быстро повышает сахар в крови. В отличие от меда его можно нагревать, но нужно также уделять внимание качеству продукта. Некоторые производители добавляют сахар. Считается, что лучший кленовый сироп производится в Канаде. Еще один натуральный сахарозаменитель – кокосовый сахар производят из сока соцветий кокосовой пальмы путем выпаривания. Он такой же калорийный, как сахар, но медленнее повышает сахар в крови. Кокосовый сахар обладает приятным карамельно-ореховым привкусом. Однако также стоит остерегаться подделок. Зачастую в кокосовый сахар добавляют обычный рафинированный. Сироп агавы производится из сока голубой агавы путем нагревания. Кстати, текилу производят из того же растения. Сироп агавы калорийный, но слаще сахара в 1,5-2 раза и медленнее повышает сахар в крови. Сироп топинамбура производится из клубней топинамбура. Он не такой калорийный, как сахар, и медленно повышает сахар в крови. Тростниковый коричневый сахар иногда используется как замена обычному рафинированному сахару. Как и простой сахар, его производят из сахарного тростника. Отличие состоит лишь в том, что коричневый сахар очищают чуть меньше, чем рафинированный, поэтому там остаются элементы, которые и придают ему коричневый цвет. В остальном он идентичен обычному белому сахару. Финиковый сироп производится из спелых фиников путем ферментирования или с помощью длительной варки. Кстати, такой сироп можно приготовить самостоятельно. Финиковый сироп калориен, но медленнее, чем сахар, повышает сахар в крови. Покупая сироп, обязательно читайте состав. Он не должен содержать ароматизаторов, консервантов и подсластителей. Итак, подведем итоги. Мы рассмотрели более 15 сахарозаменителей и выяснили, что стоит избегать синтетических подсластителей. А как выбрать подходящий для вас натуральный сахарозаменитель, я расскажу в следующих 2 видео.